Как известно, на Nintendo 64 было выпущено 380 игр различных жанров и на любой вкус. Какие-то из них становились бестселлерами и хитами, другие же либо оставались в тени, либо пользовались не самой высокой популярностью. Особенно если рассматривать игры про шахматы, то сразу становится понятно, что это программный продукт для очень узкой аудитории, чего уж стоит говорить про японскую Сёги. Но именно Marita Sёги 64 очень сильно выделялась на фоне остальных игр. Точнее, не она сама, а картридж, который обладал разъемом для подключения к телефонной сети. Сёги, они же японские шахматы и она же игра генералов. Традиционная японская настольная игра для двух игроков, как ни странно, очень родственная шахматам. Здесь также присутствуют фигуры, которые умеют ходить по доске определенным образом. Некоторые даже своим поведением совершенно не отличаются от того же коня или ладьи. Ну а цель игры все так же захват короля. Самое главное отличие от классических шахмат – это возможность возвращать фигуры обратно на поле, причем как свои, так и вражеские, которые еще нужно захватить для того, чтобы они сражались на вашей стороне. В рамках данного видео это, пожалуй, все, что вам нужно знать об игре, и вдаваться в тонкости и правила я не буду, потому что это не самое интересное, о чем я собираюсь рассказывать. Marita Sёги 64 это одна из многих игр от издателя Seta Corporation. Изначально для этой серии про японские шахматы эта компания создала две игры на Famicom: Honsёги Naitou Kyudan Sёги Hiden и Marita Sёги. И потом три игры на Super Famicom: Hayazashii Nidan Marita Sёги, Hayazashii Nidan Marita Sёги 2 и Сёдан Marita Sёги. Для Nintendo 64 изначально была разработана Saikyo Habu Sёги, которая входила в стартовый набор из трех игр вместе с Pilot Wings 64 и Super Mario 64, когда 23 июня 1996 года впервые начались официальные продажи консоли эксклюзивно в Японии. Примечательно то, что это была единственная игра, которая требовала контроллер PAC для сохранения игрового процесса. Seta решили, что все эти факторы помогут сделать игру бестселлером и даже привлекли к рекламной кампании самого Йошихару Хабу. Йошихару Хабу – сильнейший профессиональный игрок современности в Сёге, обладатель высшего 9-го дана и является 19-м пожизненным мейдзином. Прославился тем, что является единственным человеком, который завоевал все 7 титулов за один сезон. То есть за все время существования этой игры такое еще никому не удавалось сделать. Также имеет звание мастера ФИДЕ по шахматам и награжден премией народного почета. Несмотря на столь именитого гостя и на дикую любовь и обожание японцев к этим шахматам, продажи не были такими уж и серьезными. Но Seta все равно решили выпустить сиквел под названием Marita Sёги 64 и наделать немножко шума. На выставке Nintendo Shoshinkai, проходившей с 22 по 24 ноября 1996 года в Японии, и так помимо громкого анонса 64DD, Если что, это аддон для Nintendo 64, который позволял читать магнитооптические диски. Так вот, помимо этого громкого объявления, которое и так взбудоражило общественность, Seta сказали, что выпустят продолжение игры про Сёги, в картридж с которой будет встроен дешевый и, что важно, миниатюрный модем, который позволит двум игрокам играть друг с другом через телефонную линию. Японская пресса сочла это очень инновационным решением и предположила, что если игра будет переведена на английский язык, то она, возможно, покорит и Запад, так как вполне проста для освоения. Чего уж говорить про возможность мультиплеера по телефонной сети. Но этот слух не сильно отозвался эхом на Западе, удостоившись единственной статьи в американском журнале Electronic Gaming Monthly, выпущенном в январе 1997 года. В статье хоть и было сказано, что идея не нова, но отмечалось, что это первая игра, где данная технология была внедрена непосредственно в картридж с игрой. Да, до этого были уже выпущены устройства, которые напоминали собой картридж и давали доступ в сеть. Для Famicom таким является Famicom Modem, но его очень трудно назвать картриджем. А для Sega Genesis и Super Nintendo это были модемы X-Band, созданные бывшими инженерами из Apple в лице компании Catapult Entertainment. Картридж Sega Channel, разработанный самой Sega, я не могу сюда отнести, потому что он подключался к коаксиальному кабелю и работал немного иначе. Но все эти устройства были конкретно модемами, то есть промежуточным звеном между игрой и сетью.
Так вот, интересным моментом в статье было то, что репортеры заранее сделали прогноз, что Marita Syogi 64 вряд ли доберется до США. Но задали вопрос для Nintendo, мол, сможет ли она адаптировать данное решение для других игр. Ответа, конечно же, не было, но, тем не менее, Nintendo выпустили модем, который вставлялся в слот картриджа и предназначался для выхода системы 64DD в сеть своего онлайн-сервиса RandNet. В конце концов, Marita Syogi 64 вышла 3 апреля 1998 года и, как несложно догадаться, только для рынка Японии и уже без приглашения Йошихару Хабу. И давайте уже посмотрим, что это все из себя представляет. Коробка, скажу я вам, куда больше стандартных коробок для игр на Nintendo 64. Посмотрим теперь содержимое. Итак, вот сам картридж, упакованный в защитный пакетик и телефонный кабель, судя по всему, 1,2 метра длиной. А вот пакетик с различной документацией. С нее, пожалуй, начнем, а самое интересное, конечно же, оставим на потом. На самом деле это полностью вся макулатура, которая была в комплекте с игрой, если верить всей информации, которую я нашел в интернете. Ладно, вот этот голубой вкладыш предупреждает нас, как надо правильно пользоваться электричеством и какие меры предосторожности нужно принимать. Если что, я совершенно не владею японским языком и пользовался переводчиком, так что хоть какой-то смысл уловить все-таки смог, но не до конца. Этот вкладыш анкетка от компании SETA, где вам нужно оставить свое мнение об игре, понравилась вам она или нет, при этом указать свой телефон, пол, имя, возраст и бла-бла-бла. Вот отсюда, кстати, начинается сам опросник, а заканчивается он на другой стороне. Так, с данным листом я не особо разобрался, но скорее всего это заявление по сертификации от Японской Федерации Сёги. В красном это образец, а заполнять нужно вам, естественно, свое имя, регистрационный номер в Федерации, свой разряд и многое другое по данной тематике. Далее тут вкладыш с краткой информацией по Nihon Syogi Network, как к ней подключаться и с режимами игры по сети. Тут написано, как можно посылать короткие сообщения, а на обратной стороне, как я понял, список телефонных номеров доступных серверов, к которым можно подключиться через Dial-Up. И последним у нас идет заявление на подключение к Nihon Syogi Network. Естественно, там вам тоже нужно заполнить общую информацию про ваше имя, адрес, пол и так далее. Также нужно указать тип членства и ваш ранг. Естественно, это все не бесплатно и надо еще указать тип своей банковской карточки. Да, в Японии в 1998 году банковская карточка не была чем-то необычным, а скорее всего чем-то повседневным. А отправить это заявление можно было уже по заранее подготовленному конверту с уже указанным обратным адресом. И осталось еще два мануала. Это у нас руководство пользователя, ну мануал как и везде. Ага, вот инструкция, как пользоваться контрол-паком. Так, ну тоже все стандартное. Так, здесь, кстати, весьма интересная часть мануала, потому что здесь описывается процесс вашей сертификации через онлайн-сервис. То есть просто прикиньте, вы могли получить сертификацию от Японской Федерации Сёги онлайн посредством обычного, мать его, картриджа с модемом, тупо отправив им сохраненные данные ваших результатов. Тут написано, в чем плюсы пользования сетью Nihon. Типа, что можно получать консультации от профессионалов из Федерации, конечно, играть с другими игроками, слать письма по внутренней почте и, конечно, повышать свой настоящий ранг онлайн. Ну и фотка молодого Йошихару Хабу. Ну и больше ничего особо интересного. Ну и, конечно же, как без рекламы своей собственной продукции. Последний мануал о том, как вы хотите пользоваться сетью. На самом деле тут вообще сложно во всем разобраться без знания языка, так что тут уже особо я не вдавался в подробности, сложно. Что я тут понял вкратце? Так, тут указано, какие тарифы пользования сетью существуют, сколько все это стоит и так далее. Также есть инфа о том, сколько стоят услуги того или иного инструктора и опять какие тарифы и что почем. Ну и само собой инфа, как все это подключать, как выходить в сеть, как играть с другими игроками, как слать сообщения и вот это вот все. Ну и как я уже говорил, дико сложно разбираться без знания языка. Так что на этом мы, пожалуй, закончим. А теперь сам картридж. Как видно, вот такой вот он пузатый, а все из-за гнезда для телефонного кабеля, из-за чего там невозможно размещение стандартной наклейки, как на других картриджах для Nintendo 64. Ну вот, можете сравнить, например.
Сам порт в картридже имеет заглушку, которая защищает контакты от возможной пыли или от попадания туда посторонних предметов. Ну прямо дьявол в мелочах, не иначе. Что ж, а теперь ознакомимся с внутренним содержанием. В данной области у нас, собственно говоря, и находится модем. Это у нас гнездо, это катушка и это реле. Я могу, конечно, ошибаться, можете меня поправить и написать в комментах, что это. Если это реле, то при дозвоне через телефонную линию можно даже услышать характерные щелчки набора номера. Тут еще можно увидеть микросхемку от самой компании SETA, которая выполняет определенную логику и, скорее всего, руководит работой модема. А в эту микросхемку уже записан сам ROM с игрой. С обратной стороны платы тоже можно увидеть брендированный чип, который, скорее всего, также управляет работой модема. Ну и вот такая вот неаккуратная сопля. Похоже, это было наилучшее решение разводки дорожек на плате. Либо SETA ну очень спешили с выпуском игры. В общем, иду сейчас к своему дружбану проверять работу модема, потому что моя телефонная линия давно не работает, ну и нафиг мне нужен вообще домашний телефон, я сотовым пользуюсь. А у моего дружбана еще осталась обычная телефонная линия. Так что сейчас будем тестировать, как этот картридж работает. В качестве номера сервера я указал номер своего мобильного телефона. Показывать вам его, конечно же, не буду. Ну и начинаем, собственно говоря, дозвон. К сожалению, щелчков реле не было. Меня это дико расстроило. Ну и сейчас идет набор номера. Тут высветился номер домашнего моего дружбана. Сейчас я на секунду подниму уровень громкости, чтобы было слышно, как мой телефон кладет трубку. А это щелчок отключения модема. Да, к сожалению, я не могу показать, как игра подключалась к серверам и не смог найти никакой информации об этом, потому что данный онлайн-сервис уже давно не функционирует. А это значит, что если вдруг найдется такой же ненормальный человек, как я с этим картриджем, и мы захотим сыграть партийку другую, то у нас все равно ничего не выйдет, даже с наличием работающей телефонной сетью. И кстати, учитывая тот факт, что игра вообще оказалась коммерческим провалом, то работа серверов, соответственно, оказалась не такой уж долговечной. Благодаря всем этим факторам вы без проблем сможете купить эту игру в полном комплекте и почти в идеальном состоянии, потому что огромная партия выпущенного товара так и не была распродана должным образом со складов. Как вы заметили, мне действительно нечего рассказывать про сам геймплей, так как, на мой взгляд, ничего интересного и запоминающегося в нем нет, раз уж эту игру никто не желал приобретать. Однако сам факт того, что Morita Syogi 64 первая и единственная самостоятельная игра на картридже со встроенным модемом, которая имела возможность подключения к японскому серверу для игры по мультиплееру, уже заслуживает упоминания и отдельной страницы в истории видеоигр. Но в моем случае эта игра отправляется на полку как весьма ценный артефакт, который наглядно показывает амбиции игростроя и чудо инженерной мысли. А также, как в те времена, люди пытались хоть немного, но обогнать технический прогресс. К сожалению, видео подходит к концу, но благодарю тебя за то, что ты посмотрел его до конца. И не поленись поставить лайк, если оно тебе понравилось. А лучше всего подпишись на канал, потому что дальше будет просто пушка. И не забывай про инстаграмчик и паблик ВКонтакте. А на этом все, пока и еще увидимся.